Всем привет, с вами Виктория Нью. В этом видео поговорим с вами о DIP-системе. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра. Данная DIP-система торговой марки Gearlike от EC Cosmetics. У компании есть официальный сайт, где они представляют свою продукцию. Также свою продукцию они представляют на платформе AliExpress. Название DIP-системы происходит от английского слова dip – погружение. Это слово описывает технологию работы. Это гелевая система, состоящая из базы, активатора, топа и гель-пудры, но в работе вам не понадобится специальная маникюрная лампа. Японская биомедицинская гель-пудра имеет в составе витамины и кальций, не токсична и не аллергенна. Компания представляет гель-пудры различных цветов, и это позволяет одновременно сделать укрепление и цветное покрытие. Мне на обзор прислали набор с прозрачной гель-пудрой, у меня есть белая. В этом видео хотела бы вам наглядно показать нюансы нанесения данной системы. Укрепление, French Ombre, несложный дизайн и небольшой эксперимент с DIP-системой. Ну а для начала давайте посмотрим, что же прислали мне в фирменной коробочке. Понятная иллюстрированная инструкция на английском языке. Сразу скажу, мой способ нанесения будет немного отличаться. При заказе DIP-системы продавец в подарок отправляет баночку с полигелем. База и топ в данной системе – это своего рода гель-клей, жидкой консистенции с неприятным резким запахом. В каждом флаконе есть ограничитель. Сразу вынимая кисточку из флакона, не переживайте, что с кисточки будет капать материал. Активатор по консистенции как вода, неприятный запах слышится, но он не такой резкий. Качественные гель-клей не должны густеть со временем и тянуться ниточкой. Процесс полимеризации у них должен происходить только при взаимодействии с активатором. Производители не скрывают, что база и топ имеют абсолютно одинаковый состав. Немного позднее мы с вами проверим, можно ли заменить топ базой, либо базу топом. Гель-пудра очень мелкого помола. У продавца под номером 01 представлена прозрачная пудра. В баночке она выглядит как белая. Ну что ж, приступим. Я уже сделала маникюр, теперь обезжириваю каждый ноготок. Если у вас нет специального средства, это можно сделать спиртовым раствором. Далее, отступив пару миллиметров от линии кутикулы, наношу базу и сразу погружаю ноготок в пудру. Пудра впиталась ровно столько, сколько нужно, поэтому другим пальчиком, постукивая, стряхиваю лишнее. Через 40 секунд можно стряхнуть лишнюю пудру мягкой кисточкой. Если делать по 5 или по 10 ноготков, ждать, конечно же, не придется. Далее проделываю все то же самое, только слой базы наношу уже как можно ближе к кутикуле. Именно такое нанесение обеспечит плавный переход и минимум опила у кутикулы. Через 40 секунд снова стряхиваю лишнюю пудру мягкой кисточкой и наношу активатор. Активатор хорошо впитывается, процесс полимеризации начался, но чтобы при опиле в дальнейшем не было никаких сюрпризов, лучше подождите 2 минуты. Через 2 минуты покрытие становится твердым, прочным, но не гладким, поэтому я прохожусь немного бафиком. Стряхиваю пыль и снова наношу активатор. На данном этапе активатор нужен для того, чтобы топ хорошо застыл и был хороший глянец. Нанесла активатор и уже через 10 секунд наношу первый слой топа. Как только первый слой топа высохнет, вы это заметите, поверхность станет как будто неровной. Тут же наношу второй слой топа. И вот теперь глянец уже никуда не денется, он будет вас радовать до коррекции или до полного снятия. Последние 3 этапа лучше делать по одному ноготку. Ну вот натуральный ноготок укреплен, теперь можно нанести любой цветной обычный лак. Обычный лак на укрепленных ноготках продержится намного дольше, чем обычно. Ну а если через несколько дней вам захочется поменять цвет лака, вы спокойно его сотрете, но при этом укрепление на ноготках у вас останется. К тому же ногтевая пластина не будет желтеть от использования обычных лаков. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, насколько легко сделать с данной системой French. На обезжиренный ноготок, отступив пару миллиметров от линии кутикулы, наношу слой базы и сразу погружаю ноготок в прозрачную пудру. На базовый слой цветная гель-пудра ляжет равномерней, поэтому этот этап лучше не пропускать. Через 40 секунд мягкой кисточкой стряхиваем лишнюю пудру и наносим второй слой базы. Второй слой базы я стараюсь нанести как можно ближе к линии кутикулы, затем погружаю ноготок в белую гель-пудру до желаемой линии улыбки. Аккуратно стряхнув лишний белый порошок, погружаю ноготок в прозрачную пудру. Для более ярко выраженной линии улыбки данный этап можно повторить. Пока вы не нанесли активатор, пушером или апельсиновой палочкой вы можете снять материал с кутикулы, с боковых валиков, в общем оттуда, где его быть не должно. Ну а дальше все то же самое. Наношу активатор, жду пару минут и затем бафиком выравниваю поверхность. Затем еще один слой активатора и 2 слоя топа.
Покрытие получается легким, тонким, но при этом очень прочным. Отрастить ноготки до желаемой длины с дип-системой будет намного проще. Данная система подходит и для наращивания, но об этом в моих следующих видео о дип-системах. Ну а сейчас давайте посмотрим, как с данной системой сделать бэйби-бумер или, как его еще называют, амбре. И тут тоже есть свои нюансы. Я покажу вам тот вариант, который мне понравился больше всего. Первый базовый слой наношу также пару миллиметров, отступив от линии кутикулы и погрузив ноготок в прозрачную пудру. Второй слой базы я наношу выше на 3-4 мм от линии улыбки и погружаю ноготок в белый порошок. Через 40 секунд стряхиваю лишний порошок и наношу еще один слой базы, уже как можно ближе к кутикуле. Дальше я беру мягкую, пушистую и при этом плоскую кисточку. На кисточку набираю прозрачную пудру и, аккуратно постукивая, распределяю пудру на верхнюю часть ноготка. Затем стряхиваю прозрачную пудру в направлении к свободному краю. Затем кисточкой набираю белый порошок и посыпаю оставшуюся часть ноготка. Через 40 секунд стряхиваю лишнюю пудру, наношу базовый слой и снова проделываю то же самое. Таким способом переход получается очень плавным, без четких границ. Ну а дальше все то же самое. Активатор, опил, снова активатор и 2 слоя топа. Пудры для ногтей и дип-системы были известны еще в 80-х годах прошлого века. С течением времени гель-пудра пережила несколько перевыпусков. Улучшалась формула и состав самой пудры, а также и ее помол. Менялся также состав и плотность гель-клеев для хорошего сцепления с натуральным ногтем. Изменялась форма выпуска и состав активаторов для быстрой и полной полимеризации материалов. В общем, на сегодняшний день мы имеем более сбалансированную систему. Ну а теперь покажу, как сделать простой дизайн с дип-системой. С первым базовым слоем все то же самое. На обезжиренный ноготок, отступив пару миллиметров от кутикулы, погружаю ноготок в прозрачную пудру. Обязательно стряхиваем лишнюю пудру и наносим второй слой базы, уже как можно ближе к кутикуле. Затем поочередно погружаем ноготок то в белую, то в прозрачную пудру. При создании подобных дизайнов нужно учитывать один нюанс. В том месте, где на гель-клей приклеилась прозрачная пудра, уже не пристанет белая. Соответственно, и наоборот, там, где пристала белая пудра, не приклеится прозрачная. Для более четкого результата повторяю данный процесс еще раз. Если не стряхивать лишнюю пудру с ноготка, частички пудры могут пристать к кисточке. Кисточка из флакона с базовым покрытием никак не контактирует с активатором, в отличие от кисточки из флакона с топовым покрытием. Поэтому для того, чтобы кисточка в активаторе или в топе не дубела, мы стряхиваем лишнюю пудру и не наносим материалы друг на друга раньше, чем через 10 секунд. Ну а я тем временем перекрываю ноготок вторым слоем топа и перехожу к эксперименту. Суть эксперимента – проверить, можно ли заменить базу топом, а топ базой. На обезжиренный ноготок наношу топ и погружаю ноготок в прозрачную пудру. В принципе, все то же самое, единственное, что я изменила, это порядок нанесения. Сначала мы будем наносить топовое покрытие, затем базовое покрытие. Точно так же через 40 секунд стряхиваю лишнюю пудру и наношу второй слой топа, уже как можно ближе к кутикуле. Второй раз погружаю ноготок в прозрачную пудру. Через 40 секунд мягкой кисточкой смахиваю лишнюю пудру и покрываю ноготок активатором. Через 2 минуты бафиком шлифую поверхность и снова наношу слой активатора. Теперь мне остается перекрыть ноготок 2 слоями базы. Как только первый слой базы впитается, на это примерно уходит 10-15 секунд, я тут же наношу второй слой базы. Ни в нанесении, ни в носибельности разницы я не заметила, поэтому в данной дип-системе, скорее всего, база и топ имеют абсолютно одинаковый состав. И даже глянец ничем не отличается. Снять данное покрытие можно аппаратом или ацетоносодержащей жидкостью способом размачивания. На кусочек ватки немножко жидкости прикладываем к ноготку и одеваем специальный колпачок. Вместо колпачков можно использовать пищевую фольгу. При снятии такого покрытия аппаратом будьте аккуратны, так как покрытие действительно тонкое и к тому же прозрачное. Через 15 минут все легко удалилось с ноготка. В нейл-стимере этот процесс занял 10 минут. Вот так выглядят укрепленные ноготки. Мне очень понравился результат. Ноготки тонкие, как свои, при этом отлично укрепленные.
Ну что ж, вот такой обзор у меня в итоге получился. Если вам понравился обзор или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!